Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Меня зовут Саня, и сегодня вы видите, как Realme Pad X снимает на основную камеру в 1080p вход. Там 695 снэп, адекватный ценник. Я не знаю, как насчет того, есть ли он сейчас уже на глобале или нет. Но напоминаю, что русский язык, разумеется, на борту. 400 тысяч баллов в Antutu выбивает. И, в принципе, это все, что вам надо знать до того, как вы посмотрите основной обзор. С неба звезд этот девайс не хватает, но он неплох. Внимание вашего достоин. Смотрим. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду обозревать девайс, который я сам безумно ждал. Это Realme Pad X. С чехлом я его приобретал с черным, потому что я считаю, что лучше планшеты, особенно такие нестандартные для нашего рынка, а на нашем рынке неизвестно, когда он окажется, а когда окажется, будет стоить в раза так 2-3 дороже, чем на Алиэкспрессе, чехол будет не найти. Или, опять же, его нужно будет покупать по цене планшета, как Realme есть у них планшеты дешевые. Но это лирика, не лирика. Они нам обещают 695-й Qualcomm-овский процессор, очень тонкий планшет, 11 дюймов, 2К разрешение, 8340 мАч, зарядка на 33 Вт, не особо этим всем удивишь. Но еще обещают, что будет Face ID. Насколько он хорош в играх, серфинге. Насколько у него хороша камера, как мне многие пишут: Саня, зачем ты вообще камеру тестируешь? Зачем? Потому что она есть. Вы за нее заплатили так-то. Вот. Все узнаете в ролике. Сейчас вы узнаете необходимый минимум. Это по моему лицу вы попытаетесь определить, стоит ли аппарат своих денег. И стоит. Очень похож. Ни на что. Ни на что он не похож, поэтому, наверное, и стоит. Кстати, оповский планшет тоже стоил своих денег. Недавно был на канале. Посмотрите обязательно, потому что этот Realme X и Oppo, они как близнецы в каких-то вопросах. Один из этих вопросов, почему они близнецы? Нет. Не близнецы, смотрите, здесь есть слот для карт памяти. Возможно, где-то есть варианты с сим-картами. Я принципиально не приобретаю планшеты на симках, потому что считаю, что это слишком дорого. Ну вот реально дорого. То есть слишком большая переплата идет за симку. Всегда. Кабель USB Type-C, блок зарядки, разумеется, с китайской вилкой. Напоминаю, что у Realme вся прошивка, даже когда они китайцы, на китайской прошивке, у них она на русском языке. На документацию не смотрим, но гуглы мы туда поставим спокойно. Вот он, ключ для извлечения карт памяти, либо сим-карт. Нашли. Ей. И смотрим, прорезинен или нет. Не прорезинен слот. И можно запихать карту памяти. Type-C несимметрично, мини-джека нет. Это фейл. Могли бы его и запихать. Загружается моментально, рамки не особо и толстые, и ровные. Русский язык сходу на борту. По весу 501 грамм. Ширина 161 миллиметр. Толщина у блока камер. И будем делать это аккуратно, потому что еще один эпичный фейл. Здесь нет защитной пленки. 9,2 миллиметра. Сам планшет без пленки. 7,3 мм. Разумеется, здесь есть поддержка клавиатуры, которую я не покупал, потому что она тоже у планшетов по стоимости телефона какого-нибудь неплохого от Redmi. Написано, что есть поддержка Dolby Atmos, очень похоже на то, что здесь 4 динамика. Вот так все это дело будет выглядеть в чехле. Здесь, скорее всего, Pencil, Realme Pencil можно запихать. Я, по сути, оригинальный чехол купил. Пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Новинок просто море, не успеваю делать. Смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого разыгрываются наушники Sony сейчас и еще защищенный смартфон. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Подписывайтесь на телегу скидок и взаимопомощи. Перейдем же к планшету. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки, а именно серая, синяя и зеленая. В зеленой расцветке добавлена полоса в виде шахматной доски с искажением. В остальных расцветках дизайн минималистичный. Где мы еще такое видели? Правильно, в Realme Q5. Внешний планшет выглядит очень даже привлекательно и внушительно. Тыльная часть матовая с интересной песочной текстурой, которую вы вряд ли увидите, потому что вы будете его использовать в чехле. Сборка, как и качество материалов, отличная. В руках планшет держать довольно удобно, из рук он не выскальзывает. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно, магнитную область для стиля,
стилуса, 2 микрофона, 4 стереодинамика, Dolby Atmos и сертификация Hi-Res Audio. Звучание хорошее, но не сказал бы, что прям топовое. Однозначно для подобного планшета его более чем достаточно. Кастомного эквалайзера, к сожалению, в стоке нет, мини-джека нет, как и, разумеется, ИК-порта, так что придется вам использовать переходник с Type-C на мини-джек, если решите в проводных наушниках без задержки играть в какие-то шутеры. Слот, как я уже говорил, в моей модели только под microSD. Поддерживает карты до 512 гигабайт. Летим дальше. Pad X оснащен IPS-дисплеем на 11 дюймов с разрешением 2000 на 1200 пикселей 2К с движком O1. Соотношение сторон экрана 84,6%. Рамки небольшие в 7,8 мм. Экран поддерживает 16,7 миллиона цветов и имеет сертификацию Rainland с низким синим цветом для защиты глаз. Плотность пикселей скромная, 213 ppi, что по мне прям ультра маловато. Пиковая яркость 450 нит. В домашних условиях яркости более чем достаточно. На улице же использовать планшет не совсем удобно, особенно если на экран попадает свет. Частота обновления экрана максимум 60 Гц, тач минимальный и тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране. Автояркость работает хорошо и быстро подстраивается под освещение. Под разными углами экран темнит, но просмотру, к примеру, в фильмах это не мешает. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица и стандартными способами. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Внести биометрические данные можно только одного лица. Для персонализации экрана настроек довольно мало. Есть возможность регулировать цветовую температуру экрана, включить или выключить защиту глаз. А улучшение цветопередачи видео работает только с некоторыми приложениями, не со всеми. Сам интерфейс настроить под свои предпочтения возможность, разумеется, есть. Разделение экрана, гибкие окна, двухоконный режим на борту, что хорошо, и работает это дело без нареканий. Экран неплохой, но ничего с вау-эффектом в нем нет. Также планшет поддерживает стилус True Self с 4000 уровнями датчиков давления и частотой дискретизации 240 Гц. Помимо стилуса к планшету также можно докупить интеллектуальную клавиатуру. В общем, в целом все как у всех, как у Xiaomi, как у Яблока, но чуть-чуть подешевле, ну и качеством пониже. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 695 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,2 ГГц, графический процессор Adreno 619, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12, оперативной памяти на выбор 4 или 6 гигабайт, виртуальное расширение памяти на борту и максимум можно расширить сверху уже имеющихся до 5 гигабайт, хотя я считаю, что это все чистой воды маркетинг. Если кто-то заметил разницу в скорости у тех же Realme, когда вы добавляете виртуальной памяти, либо что-то улучшилось у вас, напишите, пожалуйста, в комментариях. Внутренняя память по тесту не выше версии UFS 2.2 на выбор 64 или 128 гигабайт. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, что стандартно. Звучание во время разговора через мессенджеры хорошее, микрофоны отрабатывают отлично. Вибромоторчика на борту нет. Версия Bluetooth не указана, NFC, разумеется, отсутствует, как и GPS. Емкость аккумулятора 8340 мАч. Функция обратной зарядки на борту. В PC-марке планшет выдал 21 час, а осталось еще 20%. Притом тест я проводил при 60 Гц на 50% яркости. Многим именно так актуально, и мне в комментах писали: Саня, почему ты на 100% все время гоняешь? Вот вам на 50. Заряжается от 0 до 100% за 2 часа 24 минуты. Поедает за час просмотра видео на YouTube на 100% яркости, по Wi-Fi 13%. За час игры в Genshin Impact на максимальных настройках графики улетает 20%. Играть можно, но изредка проскакивают фризы. Если говорить о комфорте, то лучше выставлять средние настройки графики или то, что ваш планшет сам автоматом поставит. Яркость планшет не понижал, и нагревы были незначительные. В более легких играх планшет показал себя отлично. World of Tanks играть можно без проблем. Standoff 2, но в шутеры не особо приятно из-за габаритов планшета играть, опять же, мне. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит неплохо. 216 гипсов минимально, максимально 224, в среднем 221 гипс на 100 головках при 30 минутах. Прям стабильный процессор. В Geekbench в синглкоре 691, в мультикоре 2031, 3D Mark показал Wildlife 1205, Wildlife Extreme 306, Wildlife Stress Test 1206, Wildlife Extreme Stress Test 361, Slingshot Extreme 2861 и Slingshot 3970. В Antutu выдал результат в 395 тысяч попугаев, почти 400. Storage тест показал 21 тысячу, не фонтан, ну а что делать? Стресс-тест прошел стандартно. Результаты вы можете наблюдать на экране. В AI Tutu планшет выдал 118 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из одного модуля на 13 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Стабилизации на борту нет. Во всяком случае, я ее не нашел вообще никакой. Может, вы найдете в примерах. Фронтальный широкоугольный модуль на 8 мегапикселей с углом обзора 105 градусов и алгоритм портретного центрования. Но работает данная функция
функция только в видеозвонках WeChat, QQ и видеоконференции Tencent. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Качество видеосъемки меня не порадовало, как и фотосъемки. Примеры сейчас вы увидите, их будет более чем достаточно. 1080p, солнце, Мурина, фронталка. Пример съемки в движении против солнца. И на месте. Можно фотографировать, далеко не приходится отставлять, то есть можно вообще чуть ли не вплотную, разговаривать комфортно будет. Основная камера Мурина 1080p, стаба никакого, если встать, снимать можно. Немного страдаю дичью, ночная съемка на планшет, который ночью вряд ли вы в Мурино будете брать с собой, чтобы что-то снимать. И правильно сделаете. Фронталка, ночь. Не будем портить ролик, правда. Ночная съемка бесполезна. Немного дневного видео. Московский проспект, 1080p, основная камера. Ну, так себе основа. В принципе, не про камеры этот планшет однозначно. Как говорится, это вам не яблоко. Не радует. Хотя лицо видно. А улучшалка работает только в 720p. Вот сейчас улучшалка. Хотя это больше похоже на размыливание, а не улучшание. 1080p, съемка днем, Пулково. Прям лютый тремор, конечно. Камера так себе. Фронталка. Лучше не вставлять эти примеры, да? Помещение 1080p, вот так, если вы будете с кем-то разговаривать, через фронталку вас будут видеть. Позади меня вообще практически ничего не видно. Конечно, от камеры ожидал я большего. Минусы: поддержка карт памяти до 512 гигабайт, при том, что Realme в своих бюджетных смартфонах дает возможность запихивать до 2 терабайт. Для разблокировки можно внести только одно лицо. Камеры, как по мне, только для виду, лучше бы их вообще не было. Нет мини-джека. Цену можете посмотреть в описании к видео, и ее бы я отнес к плюсам, наверное. Опять же, если промокоды или интересные какие-то вещи, которые я недавно купил, по хорошим пока ценам, смотрите в телеграм-канале скидок по ссылке в описании. Резюмировать я бы хотел довольно печально. Худшие камеры у планшета я не видел давно. Может быть, только у тех же Realme. Да, у него есть свои плюсы. К плюсам, разумеется, хочется отнести ценник, то, что есть русский язык, то, что нет ничего лишнего по большому счету. И все, на этом плюсы заканчиваются, потому что все эти баллы в Antutu, неплохой экран и все остальное, альтернатив много. И Mi Pad, и Oppo Pad, и чего только нет, и даже Vivo. Но практически все из вышеперечисленного мной дороже. То есть здесь вопрос дня: хотите ли вы сэкономить и получить красивый девайс, а это красивый девайс, либо вы хотите что-то докинуть и получить более-менее лучше картинку. Допустим, сейчас вы видите, насколько он нехорошо снимает. И в принципе все. Realme, по сути, делать решила только бюджетное. И все эти приставки X, они не подразумевают чего-то космического. Сможете его дешево купить, выгодно, то да, он того стоит, приятный, простой, не лагает. Android 12 версии, Realme UI 3, и по большому счету вот в нем есть все, что вам теоретически нужно, если вам нужен эконом-класс. Но это ультраэконом, так что как ультраэконому девайсу да, как не ультраэконому девайсу нет. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!